Всем привет! Если ребенок занимается в музыкальной школе, то бывают случаи, когда родители могут услышать от него что-то вроде бы «надоела мне эта музыка», «хочу бросить музыкалку» и так далее. Одни родители решат не портить жизнь своим детям и согласиться, другие же решат продавить, а слезы и протесты просто не будут приниматься во внимание. Учителя в музыкальной школе часто бывают обеспокоены только умением ребенка играть на инструменте сам нотный текст произведения чисто, то есть без грязных нот и в должном темпе. И это уже норма потому, что школа конвейер. По-другому здесь не получается. Времени на больше у учителей просто нет. Нет, потому что педагога унижают различными изнурительными и никому не нужными аттестациями, разными отчетностями, разной бумажной волокитой. И слава богу, если на экзамене или академическом концерте ученик сыграл чисто хотя бы нотный текст, хотя бы. О музыкальной составляющей и понимании самой музыки и говорить не приходится, получается такое вот подобное только именно с заинтересованными студентами, учениками и обязательно с их включенными родителями. По-другому никак. А с остальными, знаете, уговорами и скандалами мало чего добивается. Поэтому нужно сразу определиться, какого уровня хотят достичь ребенок и его родитель. Их условно 3. Первый назовем так. Чуть-чуть умею. Такой уровень может обеспечить приходящий частный учитель. Развитие здесь медленное, но все равно хвалят. Хвалят, сам ребенок не занимается, а если же и занимается, то чаще всего бессистемно. На следующий уровень он переходит с большим трудом и кучей нерешенных проблем. Тем не менее, ребенок не подвержен критике особо, учитель для него при этом всегда добрый и хороший. Такого учителя родитель, наверное, и хотел, ведь ребенок занимается так, просто для себя. Для себя ответственности ребенок поэтому тоже не чувствует. Конечный итог обучения примитивный, ведь такой вот свободный подход учителя расслабляет, соответственно, и ученика. Но уровень чуть-чуть все же достигнут, и все довольны. Следующий уровень, назовем его среднячок. Такой уровень работы может обеспечить музыкальная школа. Работа ученика, системность и самоанализ здесь присутствуют, но временами и иногда даже из-под палки. Критика также присутствует, но лишь такая, без которой уже точно нельзя. Педагог не может здесь дать большего по разным причинам, временным, из-за лишней бумажной волокиты, из-за незаинтересованности самого ученика, в целом из-за нищенской зарплаты и так далее. Но все-таки у ученика в школе присутствуют четкие временные границы работы над его вот определенным материалом. Итоговые экзамены, концерты, к которым он должен готовиться, это тоже все его держит в форме. Хоть и приходится продираться через множество сторонних проблем, которые только мешают работе. То есть, как вы уже поняли, есть много «но», о которых я уже рассказывала и рассказывала в отдельном видео. Давайте вот сюда ссылочку прикреплю. И третий уровень, назовем его давайте сильный тандем. Здесь присутствует жестокая критика игры и даже нередко личности. В большинстве случаев даже хорошая работа не бывает оценена как сделанная на 100%. И даже после успешных выступлений ученик все же знает все свои, даже мелкие промахи. Учитель укажет на них и даже, возможно, накажет за них. После аплодисментов зала, конечно же. Ученик понимает необходимость этих указаний, он привычен и настроен на манеру общения его педагога, понимая, что любая, даже жесткая критика обернется для него впоследствии благом и ростом. Но, тем не менее, психология у каждого ученика разная, поэтому у кого-то на таком психологическом фоне развивается
подавленность, переходящая в депрессию, в самоедство. Но именно это в данном случае помогает не останавливаться в своем росте, так называемый, знаете, пинок на постоянной основе. Движет и страх. Страх остаться на том же уровне, не оправдать ожидания, проиграть кому-либо. Такой мозговой штурм, который выдержит не каждый, происходит именно в спецшколах, и он дает, честно говоря, грандиозные результаты. Но если вы хотите заниматься только для себя, не хотите, чтобы на вас психологически давили, не хотите страдать из-за качества, то, наверное, не следует брать педагогов из специальных школ и консерваторий, потому что они будут учить вас теми же методами, которыми учат лауреатов. А это выдержит далеко не каждый. Да, бывает, что и перегибают палку. Наглядный пример – это дело студента Московской консерватории. Хотя, говоря честно, и со мной согласятся те, кто прошел подобную школу, что его действия совершенно обыденны для нашей среды, ничего нового, у всех так было. Ну, просто такие методы, повторюсь, они не для любителей. К слову, сейчас, насколько я знаю, в Европе так вообще нельзя прикоснуться к ученику даже на уроке. Ни за руку, ни за плечо, чтобы показать прием. Есть случаи, что когда педагогов сажали в тюрьму и штрафовали за, мол, приставание с подтекстом к ученику, ну так это потом оборачивают родители. Что еще сказать? Профессиональное обучение музыке – это спорт. Это спорт. Вспомните, как занимаются те же фигуристы и с каким скандалом их обсуждают. Методы Тутберидзе, методы Винер. А почему ты не так дрожала? Я не дрожала. Нет, ты очень дрожала. Ты пошла нахер. Ты очень дрожала. Ты полное говно была. Полное говно. Единственный элемент, я тебе сказала, какой тебе. Все остальное ты дрожала, как осиновый лист. В музыке также и подобное психологическое давление действительно дает результаты, развивает желание доказать, развивает желание победить. Так и делают чемпионов, так и делают лауреатов. А вы что думали, по-другому, что ли? Нет. Отсюда и скандалы, отсюда и недосказанности, и различные подводные камни. Поэтому, родители, на мой субъективный взгляд, вы должны воздерживаться от следующих выражений, мол, ты такой способный, если бы ты только занимался как следует, то ты был бы великим. Да? Не занимается нерегулярно или занимается как попало, значит, хочет быть музыкантом первого уровня. Первого уровня чуть-чуть умею. Если позволяет обстоятельства, то есть частная школа, частный педагог, отсутствие каких-то временных границ, то, пожалуйста, пусть уже будет так, всем будет спокойнее. Музыкальная школа не стоит ваших испорченных отношений с ребенком. Давить здесь не надо, ребенка надо любить. Если же у ребенка есть азарт к достижению, к результативности, если у него есть соревновательный дух, он сам продавит эту ситуацию. Он сам продавит и выйдет на новый уровень. Если получится тандем с учителем, так и достигнет он хороших результатов даже в обычной музыкальной школе. Своим ученикам я постоянно говорю, все они занимаются у меня для себя, мол, спокойствие, пожалуйста. Да, это трудно, я вас не подгоняю. Работайте над практикой, пожалуйста, в своем темпе. К сожалению, а может быть и к счастью, этого нельзя сделать в музыкальном учебном заведении, где короткие сроки, где есть план, где есть отчеты, где есть отчетные концерты. И все ученики должны быть на определенном уровне, несмотря ни на что. Такой подход также никогда не будет реализован и в профессиональных учебных заведениях, это понятно, да? Но бывает и так, что среди причин, исходящих от самого ребенка, бывает просто, знаете ли, лень обыкновенная. Ведь столкнувшись с трудностями, мы стараемся, конечно же, от них уйти. А из музыкалки это всегда можно сделать, это же вам не общеобразовательная школа.
Да, учиться музыке профессионально или около профессионально, то есть я имею в виду с закладыванием академических основ, это тяжело. Поэтому, если не тянете, бросайте. Либо уже учитесь до уровня чуть-чуть умею. Зачем все это нужно, если для вас обучение – это мучение? Если ребенок все же бросает музыку, попробовав все уровни, и после того, как родитель предпринял все возможные попытки, то просто спросите у него, не будет ли он жалеть о своем скоропалительном решении. Ведь очень много случаев, когда ребенок позже обвиняет своих родителей в том, что они просто не переубедили его продолжать заниматься. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!